И вновь приветствую вас на канале Скользкая механика. Недавно я сделал для себя небольшое открытие. Оказывается, не все умеют пользоваться штангенциркулем. Давайте сегодня немножко рассмотрим, как он работает, из чего состоит и для чего он вообще в принципе нужен. Штангенциркуль — это измерительный инструмент, который необходим для снятия размеров, либо их нанесения на заготовки при производстве различных работ. Штангенциркуль еще зачастую называют колумбиком или коламбиком. Я даже от некоторых людей слышал, что это связано с Христофором Колумбом, хотя ничего общего на самом деле он с ним не имеет. Название колумбик пошло со времен СССР, когда он массово поставлялся на производство с завода «Коламбус». И на основной штанге штангенциркуля была гравировка завода-изготовителя «Коламбус». Оттуда и пошло название коламбик или колумбик. Штангенциркуль состоит из штанги с нанесенной на нее шкалой измерения, подвижной рамки, шкалы, губок для наружных измерений, губок для внутренних измерений, линейки глубиномера, нониуса и винта зажима рамки, который я благополучно потерял. Измерения штангенциркулем производятся довольно просто. Для примера возьмем вот этот подшипник. Для того, чтобы измерить, допустим, наружный диаметр подшипника, мы зажимаем его между губок для наружных измерений и смотрим на шкалу нониуса. 0 на данной шкале указывает на первоочередные показания, которые мы должны снять. В данном случае 4,2 мм. Дальше мы смотрим по нониусу, какая из шкал также совпадает с каким-либо, неважно каким, делением. В данном случае двойка совпадает, что означает, что размер 42,2 мм. Класс точности данного штангенциркуля 1/10 мм. Это довольно удобно при измерениях, потому что, чтобы получить на нем измерение, нужно цифру со шкалы нониуса умножить на точность. В данном случае на 1/10. То есть практически ничего не нужно делать. Просто берем показания, допустим, это будет восьмерка, 0,8 умножить на 0,1, 0,8, 9,9. Данный класс точности очень прост в использовании. Бывают классы точности выше, допустим, как здесь. Здесь класс точности 0,05 мм. Берем основной показатель, далее умножаем показатель со шкалы нониуса, совпавший со шкалой на штанге, на точность измерения данного инструмента и складываем его с основным показателем. То есть в данном случае гораздо проще, но если нужна более высокая точность, это дело привычки. Кстати, данный штангенциркуль является разметочным. У него, в отличие от простого, губцы для внутренних измерений отсутствуют, а вместо них стоят пластины из твердосплавной стали, которые затачиваются для того, чтобы на какой-то детали можно было поставить риски для дальнейшей обработки. Штангенциркули бывают разных размеров. Допустим, данный штангенциркуль способен производить измерения до 25 сантиметров, а уже вот этот до полуметра. Причем с точностью до 0,05. И еще один момент. Штангенциркули оборудуются дополнительной скобой для передвижения основной рамки. Это нужно для того, чтобы выставить определенный размер с высокой точностью. Мы подводим измерительную шкалу приблизительно, допустим, к 2 сантиметрам. Затягиваем болт дополнительной скобы и регулировочным винтом пододвигаем его более точно, куда нам нужно. Проверяем, чтобы совпали два ноля, 0 и десятка, 0 и 10. Если эти две риски совпадают с рисками на шкале рамки, значит показатель точный.
с точностью до 0,1 мм. А еще существует такой инструмент, как штангенглубиномер. У него на основной штанге нет ответных губок. Он нужен для того, чтобы проверять глубину отверстий. Но о нем мы поговорим в следующий раз. Не забывайте ставить варежку вверх, подписываться на канал, и в следующий раз разберем что-нибудь более интересное.